Переворачиваемся, смотрим на то, как солнце встает из-за леса. Доброе, светлое, замечательное утро. Вот оно, солнышко. Обратила внимание сегодня, что стрим всегда в 8 утра. И насколько солнце меняется, день и солнце ниже. Да, дело у нас к осени. Доброе утро всем. Хорошего дня всем. Воскресенье утро, и мы идем гулять по лесу вместе. Смотрим, как высох мох, к сожалению. Посмотрите, какая тишина леса. Ни ветерка, ни птички. Кстати, warum sind keine Vögel? Он тоже не знает, мой муж тоже не знает, почему нет ни одной птички. Очень это интересно. Ну, пойдемте. Потихонечку гулять, разговаривать. Я думаю, что кто гуляет со мной постоянно, уже все наши тропки знает. Но я не берусь пробовать новые места, потому что интернета может не быть. Вот как же мне раздавать вот эти короны Российской империи? Hast du like gestellt? Ja, hat er. Солнышко встает, выходит. Вам видно? Kannst du das sehen? Ja, Вот. die Sonne meinst du? Ja, Ja, ja. so wie bei Eva Rauch. Отлично. Я так люблю, когда нет ветра. Но хотя, когда очень жаркий день, вчера у нас была прогулка по Мозелю на катере, и я радовалась ветерку, потому что такой палящий зной был невероятно. О! Лес, залитый солнцем, утренним солнцем, тишина, а воздух. Вау, вау, вау. Сегодня мы посмотрим немножко папоротник поближе. Вот здесь папоротник намного выше меня. Ну, он минимум 2,5 метра. Wie hoch ist dieser Paparatnik? 2,5 Meter. Da hinten bestimmt. Вот diese in Tanne Ja, wächst. ja. О, вот такой у нас лес, ребята. Как приятно здесь успокоиться, услышать свое внутреннее состояние, перестать вечно думать про нужды, про политику, беспокойство. Нет, просто быть. Жду сегодня своих попутчиков. Ну, они на самом деле всегда разные. Ой, вот здесь вообще красиво. Подождите. Я очень надеюсь, что картинка стабильная. Вот здесь мох. Еще и не высох. В нашу-то страшенную жару он не вышел. Вот смотрите. Засохший скелет. Напоминает скелет кита.
Вам видно? Ой, как хорошо. Какая прелесть. Ну, конечно, в лесу хочется молчать. Или, о, все-таки дальние птички где-то есть. Хочется молчать, хочется слушать тишину леса. Это правда. Но разговаривать на глубокие, интересные темы тоже очень хочется. Это правда. Ну, я очень люблю лес. Я говорю об этом на каждом стриме. А стримим мы каждое воскресенье. Лес для меня это медитация. Как-то окунулась в последнее время в тему потепления климата и почвы, здоровья почвы. Ну, не хочется о грустном, конечно, но замалчивать тоже не надо. Оказывается, потепление климата вовсю проблема. Еще какая. И с почвой тоже. Да? Небо хочу показать. Боюсь, что у меня камера спрыгнет. Очень надеюсь, что здесь есть интернет. И вы можете подключиться. Все, кто гуляет со мной постоянно. Вот особенно я жду. Один подписчик у меня называется «Человек». Это женщина. И Надежда Кайгородцева. Можно понять по мейлу. Тоже подписчица. Которая обещала прийти. Не пришла. Bist du ausgeschaltet? Nein. Und bei mir zeigt 0. Nee, kann jetzt nicht mehr. Ich war zeitweise raus. Ага. Ist kein Интернет? Jetzt ja. Daumen unten. О, здесь кто-то построил шалашик. Напоминает мне детство. Мы тоже строили шалаши. Ну, не такой-то это тихий лес, если так посмотреть. Много чего тут происходит. Нет, ребята, вы что, двери-то в шалаш не сделали? Как зайти к вам пожить? А, наверное, вот, зря я. Да, вот он, вход. Ну, папоротник, несмотря на дикую засуху, папоротник жив. Вау, невероятно. Bin wieder drin. Ja. М? Ich sag, ich bin wieder drin. Ich sehe, zwei Menschen sind. Доброе, светлое, замечательное утро всем, кто присоединился. Мы гуляем по лесу. Гуляем по лесу. География у нас Германия. Вулкан Айфель. Пожалуйста, заходите, пожалуйста, размещайтесь, пожалуйста, давайте поговорим. Вот такой лес у нас. О, das sind doch neue Triebe. Ja. Странно. Дерево дает новые листочки. Warum? Странно. Правда? Ну, пойдем.
Пойдем дальше. Здесь была в прошлом году лес спиленный. Сейчас его все убрали хорошо. Столько коры еще осталось. Кору надо обязательно... Ну, вот мы покупаем мульч для сада. Землю надо укрывать, оказывается. Я поговорила со своими нейросетями. Последнее время это мои первые друзья, откуда можно получить исчерпывающий хороший ответ на свой вопрос. Я поговорила с ними о том, что я лично могу сделать для того, чтобы сохранить почву на нашей планете, для того, чтобы предотвратить или, как сказать, помочь предотвращению потепления климата. Но все в жизни, да, начинается с нас, с каждого. В это я свято верю. Поэтому, если каждый будет ответственно подходить к этому вопросу, ну, что я для себя выявила? Что ни в коем случае, ну, это наше поколение воспитано так, ни в коем случае не выбрасывать еду. Пожалуйста, прошу вас, покупайте еды ровно столько, сколько можете съесть. Боже упаси выбрасывать еду. А если все-таки, ну, все-таки что-то испортилось, нужно на компостную яму. Вот мы живем в своем доме, у нас компостная яма, и мы замечательно туда все складываем. И картофельные очистки, очистки от яиц, это чистейший калий. Вот это. Ну, еду, конечно, мы никогда не выбрасывали, нет. Наше поколение это сделать не может. Теперь почву. Почву на следующий год я обязательно это сделаю. Почва открытой, в принципе, быть не должна. Происходит опустынивание почвы. Она теряет все свои полезные свойства важные и обесценивается, или как сказать, да, обесценивается. И она как песок улетает с пылью. Ее надо и задерживать с помощью посадок, с помощью укрытия. И надо оздоравливать. Она, конечно, почва, так же, как и мы все, имеет жуткий иммунитет, жуткие слово нехорошее, сильный иммунитет и желание жизни. Но ей надо помочь. Обязательно надо помочь. Вот такой у нас лес. Ну, за лесом здесь следят очень хорошо. Очень хорошо. Садят, правильные деревья подсаживают, вырезают, которые тоже правильные вырезают, которые уже, ну, можно использовать и дать возможность другим вырастать. Это хорошо. Это очень хорошо. У нас существуют специалисты, которым мы доверяем, которые могут это делать на профессиональном уровне. Вот здесь довольно зелено еще. А вообще-то у нас очень сильно зона Истфорштадта. Вообще-то у нас очень сильно жара, сильная засуха. И деревья, мы вчера вот ездили, стоят прямо как будто сентябрь, конец сентября. Так жаль, лето укоротилось. Ну и такую жару далеко не все могут переживать, нет. Ну и еще я спросила у своих нейронок, что же нам теперь делать? Потепление климата и почва плохая. Что нам ближе к кладбищу селиться? Собираться туда? Они говорят, нет, конечно, надо адаптироваться. Адаптироваться. Да, хватит об этом говорить, надо делать. Слава Богу, есть много замечательных людей, которые понимают проблему и что-то делают в этом направлении. Это же так классно, что есть, например, такой Садгуру, который в 22 году делал марафон в защиту почвы.
И кому интересно, почитайте, это правда интересно. Вот эти все мелкие новости клиповые, нет, это только вот забирает энергию. А вот эта новость, поинтересоваться, мне, например, очень понравилось. Я почитала про него, послушала про то, какой он гигантский вклад в это внес. 64-летний человек, Садхгуру, я говорю про него, проделал на мотоцикле 30 тысяч километров по нашей планете, 100 дней в дороге, ну, в путешествии в целом. При этом он постоянно имел встречи, причем с людьми политического уровня, которые что-то решают на этой планете. Ну, я усомнилась. Я спросила, правда ли 64-летний человек может такое преодолеть. Ну, похоже, что правда. Во-первых, он йог. Во-вторых, он с этим мотобайком на короткой ноге. Сегодня у нас мало попутчиков. О, появился филин. Вам слышно? А вот дерево они пропустили, да, вон стоит сухое дерево, сразу видно по цвету. Ну вот и не людям пользы, и лесу пользы никакой. Нет. Они следят за лесом хорошо. Так вот, про Садхгуру. Он проделал эту акцию в защиту почвы на нашей планете. Вот 4 года прошло, и результаты уже, можно сказать, какие. Конечно, не такие, как он ожидал, но эта акция заставила посмотреть, от кого зависит многое, да, посмотреть на эту проблему, действительно, как на проблему, а не на то, что это выдумки ученых там. Нет, это наша с вами задача. Вот смотрите, какой лес. Вот как сюда зайти без того, чтобы остаться с целой курткой? Сомневаюсь я. Да. Стоят и в дождь, и в снег, и в зной, и в жару. Стоят. Не беспокоятся о том, что стареют, как некоторые тетеньки. Это я. Да, ну не то, что беспокоиться. Да, стареть не хочется. Стареть я готова, только беспомощность пугает. Но мы не будем думать об этом. Нет. Нет. Так вот, как хорошо, что на нашей планете есть такие люди, как Садхгуру. И они умные, сильные, влиятельные. И они могут помочь нашей планете, да? Но ответственность каждого отдельного, такой как я, остается в силе. Мы должны на своем уровне делать все возможное. Ну, что делаю лично я? Мы посадили с мужем сад. Красивый, замечательный, душевный сад. Нашему саду 4 года. Конечно, он еще очень молодой, но такой душевный и красивый. Филин, вам слышно? Ну, такая тишина, мне кажется, пролетит комар и будет слышно. Так вот, очень интересная тема про сад. Сад у нас молодой, ему всего 4 года. Но он очень красивый и душевный. В этом году у нас появился новый опыт. Какой? Что климат меняется, и нам надо адаптироваться.
Да, поэтому, по всей вероятности, растения надо менять. Те растения, которые требуют сильно много воды, к сожалению, не выживут у нас. Вероятно, их надо менять. Ну, конечно, мы не кинулись тут же сразу менять весь сад, нет, но задумались. Прежде всего, работаем в направлении сбора дождевой воды. Дождевая вода. Закупаем еще 2 бочки, чтобы собирать дождевую воду. Доброе утро, кто присоединился? Доброе, светлое, замечательное утро. Мы гуляем по лесу. Такой у нас лес. Как все просит дождя. Как вода необходима. Иначе все погибнет. К сожалению. Или превратится в пустыню. Да, люди, которые живут в пустыне, мечтают о таком лесе, как у нас. Я так думаю. Вам видно, вон там вон почки, шишечки нет, не видно. На фоне неба не видать. А вот здесь мы можем посмотреть на ну вот, конечно, им много влаги не надо иголкам, но тем не менее совсем без влаги дерево погибнет. Здравствуйте новым людям, кто присоединился. Пойдемте гулять по лесу вместе с нами. Напишите, пожалуйста, откуда вы географически. Но сегодня я все-таки попробую пойти туда, на опушку леса. Я боюсь, что пропадет интернет, но я попробую. Там все залито солнцем, красиво. Wenn wir jetzt so gehen, dann gehen wir doch nach dieser parallelen Allee. Ну, в лесу воздух свежее. Хорошо, что у нас ночью остывает все сильно так. Например, сегодня ночью было 7 градусов. Вот я хотела бы пойти сюда. Очень боюсь, что пропадет интернет, но попробую. Пойдемте? Пожалуйста, кто присоединился, напишите, откуда вы географически. Или посидим чуть-чуть. Давайте. Немножко посидим. Поговорим. У вас есть какие-нибудь мысли, темы, о чем можно поговорить? Вот такой у нас чудесный, замечательный лес. Это правда. Попутчик у меня. Слава богу. Нет, я люблю гулять по лесу, реально. Такие здоровые, хорошие мысли. Попутчик, напишите вы откуда. Пожалуйста. Наш стрим в Германии, вулкан Айфель. А вы откуда? Хорошо. Не хотите с нами разговаривать? Ладно. А ничего страшного. Мы пойдем все равно гулять. Гуляем мы все равно, постоянно, регулярно. Поэтому берем с собой телефон. Думаем, что помогаем миру стать добрее, счастливее. Да, мне вообще не сложно, мне даже интересно. Вообще самое лучшее за последний год, что я сделала, мы сделали,
Это создали YouTube канал. Солнышко сегодня немножко в облаках. YouTube канал дал нам много-много новых контактов. Так интересно, что люди пишут со всей планеты. Вау! Например, в Казахстане было плюс 65 градусов. Ну, друзья, если я вру, если они врали. Я не знаю и не проверяла. Потому что, ну, почему я должна проверять? Да. Например, на юге России была сильная жара. А в Англии, например, сильно заливало дождями. Правда здорово? Какой-то вот стабильностью от этого леса, спокойствием таким. Березки, русские березки. Да. На самом деле дело к осени близится. Это правда. Уже чувствуется. Я даже затрудняюсь сказать почему, но я чувствую приближение осени. Ну, по растениям, конечно. Ну, вот она, опушка леса. Можно было бы, конечно, выйти на обзор. Здесь местность холмистая. И этим она более привлекательна. Ну, вот эти ветки когда-нибудь перегниют. Все приходит из земли, и все уходит в землю. Согласитесь, и наше, и мы тоже. Наше тело или мы. Что такое мы? Большой-большой вопрос, которым в моем возрасте люди задаются все чаще и чаще. Ну вот сюда заглянем. Я думаю, что здесь на опушке связь как раз должна быть очень хорошая. А вот егерская будка для отстрела животных. Профессионалы это делают. Они знают, когда и как нужно отстреливать. И каких животных. На каких-то запрет, на каких-то наоборот. У нас, например, даже к нам в сад приходит лиса, приходит рея. Это, забыла на русском. Да. Есть здесь лоси, дикие кабаны. Ну, эти все мелкие, всякие бобры, которые землю бороздят по весне, все перекапывают изнутри. Природа не ошибается. Она делает все сама. И вообще вся жизнь происходит сама. Как вы думаете? Я думаю, что все в нашей жизни происходит само. Потому что мы самонадеянно думаем, что мы тут что-то контролируем. Ну вот только техника может проехать. Человеку сложновато пройти. Причем вон там сильный-сильный спуск. Как же Рея на русском? Косуля, точно, косуля. Она поела у меня гортензию 1 год. Я на нее была сердита. О, посмотрите, какие. Чертополох. Тишина какая невероятная. Всегда думаю, как бы здесь бы я ночью себя чувствовала. Ну да, это опасно. На самом деле ночью в лесу появляться опасно. Потому что дикий кабан, он может и напасть. Днем они где-то прячутся в тихих местах и лежат. О, а вот и черника у нас, смотрите. Но потому что засушливый год, и она очень-очень мелкая. Не. Мы с мужем заготавливаем травы на зиму, делаем чай. Например, из бузины, например, из липы.
Но в этом и делали из черники джем в прошлом году. Но в этом году совсем не было дождей. И ягода такая мелкая. Не-не. Но сладкая. Это правда. Я вас угощаю. Шутка неудачная. Она, конечно, очень полезная, особенно дикая. Вот такой у нас красивый, прекрасный, замечательный лес. Ну, сегодня что-то наш народ спит. Смотрите, солнышко. Но оно сегодня за тучки прячется больше. Ну, как-то сегодня попутчиков у нас мало. Ну что ж, как есть. Конечно, грустно. Один раз были попутчики с Мексики. Парень так восхищался нашим лесом и был очень недоволен, что я говорю на русском. Говорит, говори на английском. Мой муж, который попутчик наш, он переписывался с ним на английском. Ну, для людей, которые живут в местах, где нет леса, конечно, смотрят на это как на диковину, как мы на море. Приезжаем и остро чувствуем вот эту вот энергетику воды. Солнышко пробивается. Мы начали путь в обратную дорогу. Доброе утро всем, кто присоединился. Мы гуляем по лесу вместе, разговариваем, общаемся. Попутчиков буду все время вспоминать. Александр, Сашка, Тамара. Люди, помните, как мы ходили на прогулку, была гроза. Наверное, это был еще май. Мы гуляем регулярно, поэтому по воскресеньям. Поэтому у кого есть желание, время, присоединяйтесь. Будем очень рады. Ну вот дубок. Дубков много. Вот он. Да. Потом бухин. Это лиственное дерево бухин. У нас в России его не было. В том месте, где я жила, надо сказать, Западная Сибирь, его не было. Вот он, бухин. Доброе утро всем, кто присоединился. Мы гуляем по лесу. Наш лес в Германии, вулкан Айфель. Напишите, пожалуйста, нам в чат, откуда вы географически, где вы живете, есть ли у вас такой лес. Смотрите, какой дубок, какие дубки. Ну, молодые, конечно, но они их не прореживают. У нас прямо около дома такой гигантский дуб. Вау! И липа с другой стороны. Нет, не в нашем саду, у соседей, но дерево серьезно. Хорошо, что мы застали. Солнышко. Сегодня должен быть день без солнца. Ну, но 33 градуса. Ну, хорошо, что без солнца, потому что все и так сгорело уже. Нет.
Сейчас я замолчу на пару минут. Просто помолчу, подумаю. Солнце спряталось, совсем спряталось. Но тишина осталась прежней. Вот вы замечали, что весенний лес и летний лес отличаются и сильно? Да, я это заметила однозначно. Весной просыпается вся природа, и птицы веселее поют, так живо. А летом нет. Палящий зной, кузнечики, стрекочут пчелки. Очень интересно будет лес осенью. Ой, так мы знаем уже, какой он. Это такая неописуемая красота, особенно вот в направлении Герольдштейна. Ой, там такое разноцветие, такие разные цвета на листьях. Ой, такое богатство, это правда. Просто завораживает краски осени. И зима у нас очень красивая. Слышно вам как? Кое-какие птички все-таки проснулись. Смотрите, какая непролазная. Вам видно? Напишите, пожалуйста, картинка размытая или четкая. Простите, что трясу камерой, но хочу показать с разных сторон. Вот как темно тут. Все-таки глаз человека намного дальше, чем камера. Что значит дальше? Ну, да, дальше, именно дальше. Ну, цветы полевые, такие дикие цветы, здесь прямо скудные. Да, как-то вот у нас, в Западной Сибири, у нас было побогаче. Лето короткое было, резко континентальный климат, жаркое, короткое, но там все вызревало быстро. Да? Огурчики, помидорчики, все торопились, чтобы вызреть, чтобы не опоздать. А здесь медленно все. Медленная весна, медленная осень. Ну вот лето жаркое, конечно, это нам мне тяжело. Мужу моему тоже. Вот видите, березка наполовину стоит уже с желтыми листьями. Что у нас сегодня? Начало августа. И желтые листья. Но я, если честно, припоминаю такое и в Западной Сибири, я в Омске жила, когда на березе в августе появились желтые ветки прямо. Задала вопрос своим детям. Видео сделала короткое и спросила: девочки, ну это же просто листва вернется? Они говорят: да, мама, следующей весной точно вернется. Как хорошо, что придет весна, вернется листва, что много людей, которые беспокоятся все-таки о планете. Не все ее загаживают. Нет, далеко не все. Но есть люди неосознанные, или как сказать, которые живут только в своих мыслях. И поэтому они не думают. Я сама такая была в молодости. Не было дела до потепления климата или до почвы. Конечно, нет.
У меня были совсем другие проблемы, не проблемы, а приоритеты. А сейчас понимаешь, что это все какие-то бега никому не нужные. Зачем эти мысли без конца? Зачем эти? Есть ведь гораздо более важное, значимое в нашей жизни. Да? Но все приходит с опытом, со временем, с возрастом. И это правильно. Человек не может иметь одинаковые ценности в 20, в 30, 40, 50 и 60 лет. Не может. Нет. Если у него так, то как-то человек застрял в своем развитии. На каждом этапе жизни важности меняются, ценности существенно, значительно меняются. Ну, это опять же природой так заложено. Я так думаю. Я так думаю. В моем возрасте, с моим опытом, уже как-то складываются свои окончательные мнения, понятия, зачем этот мир, для чего мы живем, как здесь все устроено. Ну, как-то для себя все это уже объясняешь. Да? Находишь ответы, для себя раскладываешь по полочкам и этим успокаиваешься. Я, конечно, говорю про себя. Вот здесь прям светло. А 42 минуты мы уже гуляем. Интересно, сколько шагов. Wie viel Schritte haben wir gemacht? Weißt du nicht? Nee, müsste ich jetzt nicht ausschauen. Окей, окей. Aber Еще ich schätze кто-то? mal so 5000 sind das bestimmt schon. Мой муж предполагает, что мы прошли уже 5000 шагов. У нас, конечно, есть свои нормы, потому окончается на «у», потому что тяжело. Намного больше делать шагов тяжело. Но обязательно прогулки ежедневные. Да, вчера мы ездили в Сарбург. Там такой прекрасный водопад. Такая красивая, интересная атмосфера. Ну, всегда вода делает атмосферу немножко другой. Там канал, ручей такой и водопад. Разные уровни воды. Так интересно. Но я однажды путешествовала по Мозелю, по шлюзам. Тоже было увлекательно. Наполняется вода, кораблик поднимается, шлюз закрывается, и ты уходишь на новый уровень. Это как и в жизни с нашим сознанием, да. Когда-то мы накапливаем опыт и понимаем, что нам пора на другой уровень сознания, и мы выходим туда. Но вот эти елочки, скорее всего, они подрежут, потому что они стоят практически на дороге. Обратили мы внимание, что там в районе Мозеля виноградники. Да, такие пологие холмы полностью засажены виноградником. У нас климат немножко другой. В Мозеле там затишье и более влажная погода. А у нас другой. У нас здесь растут елки. Нортанен – это северная ель. И сосна, пихта. Короче, туйки. Туйки вообще за здорово живешь. Вот она наша хута. Это шалашик. Шалашик. Ну, сегодня у нас было не было чата. Warum? Ach so. Hast du Limit? Überschritt deutlich. Да? Warte. Вот тут вот покажу еще. Вот это место мне очень. Was hast du gemacht?
Ich habe schon eine Nachricht geschrieben, ganz am Anfang. Es ist keine bei mir. Vielleicht ist bei mir Chat gesperrt. Weiß ich nicht. Ну, здесь тоже красиво. Да куда ни глянь, везде так красиво. Ну, величие какое-то. Знаете, есть слово солнце, а есть ярило. Так и здесь лес, а есть спокойствие, сила какая-то. Сила, тишина, спокойствие. Слышно вам? Сойка. Наверное, я не знаю. Это у нас наш муж профи в птицах. Так как-то она жалобно кричит. Но кто-то все-таки второй попутчик с нами постоянно присутствует. Это радует. Очень надеюсь, что вам нравится. Поставьте нам, пожалуйста, лайк. Второй попутчик. Лайки получать всегда приятно. Это правда. Ну вот он, этот папоротник 2,5 метра. Я не хочу туда идти, потому что... Не-не-не. Вот шумы начинаются. Народ просыпается. В воскресенье утро все долго спят. Кто работает, тот, конечно, отлеживается в выходной. Вот второй попутчик появился. Пожалуйста, поставьте нам лайк. Второй попутчик, кто бы вы ни были, поставьте. А вы подписаны на наш канал? Пожалуйста, подпишитесь. Но даже если вы не подпишетесь, мы все равно будем продолжать гулять. Я вам сейчас покажу домик. Мы уже его один раз видели. Дети построили. Ну, может быть, и не дети. Какая красота. Ну, воздух, конечно. Нет, влажности не хватает. Мне не хватает влажности. В этих лесах осенью, весной большая влажность. И это так приятно. Воздух свежайший, как будто его пьешь. Вот он опять, второй попутчик появился. А вы подписались на наш канал? А вы поставили нам лайк? Противно, да, когда люди вот так, немножко давят. Нет, 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 можете этого не делать. Мы на вас не обидимся. Я хочу вам показать еще домик. Вот здесь вот очень живописно, очень красиво. Посмотрите. Мы в прошлый раз этот домик смотрели, а в этот раз отметили, что там добавили террасу на крыше, так сказать. Подождите, сейчас покажу. Ну, кто-то ведь ходит, не только мы одни. Во-первых, вот эта дверь, она была красная. У меня даже шортс есть. Да? Вот эта дверь была красная почему-то. Они переделали. Ступеньки такие чудные. Шторки на окнах. Ну, пенек-то, конечно, от природы. А вот смотрите, как они сделали забор. Все четко прикрепили, не улетит. Насадили суккулентусов. Стол с 4 стульями. Ну, просто молодцы. Вот ведь есть люди творческие. Пришли, сделали с душой. Да? Думали об этом. Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Большое спасибо всем, кто заглядывал, кто поставил лайк, кто подписался. Большое спасибо всем. До свидания, до следующих встреч.